Здравствуйте. Это Вестник Хорошего. Сегодня мы отправляемся в большое путешествие по миру. От Таиланда до американской Северной Каролины. От побережья Калифорнии до лесов России. Мы узнаем, почему в российских дворах скоро будут искать воробьев. Какое отношение старая рыболовная сеть имеет к автомобилям Hyundai. И кто всю ночь не давал спать небольшому городку в Колорадо. А еще посмотрим на 125 миллионов рублей цвета лаванды из Якутии. Заглянем в первый в России музей, который появился благодаря субботникам, и побываем на американском фестивале необычных существ. А в конце улыбнемся рыбаку, который помог обезьяне переплыть реку. К новостям. Если с 8 по 16 августа вы увидите во дворе человека, который подозрительно долго смотрит в кусты, не спешите делать выводы. Возможно, он не потерял ключи и не разговаривает с зеленью, и даже не ищет то, о чем вы могли подумать. Возможно, перед вами участник всероссийской летней переписи воробьев. Да, у воробьев тоже бывает перепись. Домовых и полевых надо будет найти, рассмотреть, по возможности сфотографировать, ну или снять на видео, посчитать и отправить наблюдение исследователям. С адресом, датой, количеством птиц и, если получилось, разобраться с видом воробья. Потому что воробей воробью, как выясняется, не просто воробей. Летняя перепись отличается от зимней. Зимой они собираются у кормушек, у кустов, сидят в шумной компании, и считать их хотя бы понятно где. А летом все сложнее. К августу воробьи уже успевают обзавестись потомством и начинают перемещаться по округе небольшими семейными группами. Сегодня одни у подъезда, завтра в сквере, послезавтра где-нибудь возле школы, деловито скачут по пыли и делают вид, что никакой переписи у них, конечно, нет. Исследователей интересует не только количество птиц. Во время акции будут искать воробьев с необычной окраской, возможно, гибридов, и смотреть, насколько далеко полевые воробьи передвинулись в городскую застройку. То есть, пока мы думаем, что они просто чирикают где-то за окном, у них там, возможно, идет тихая урбанизация, семейные маршруты и сложная воробьиная география. Зимняя перепись уже проходила в феврале. Тогда участники насчитали более 320 тысяч воробьев по всей стране. Теперь будет летняя попытка. Рыбак спас обезьяну в Таиланде. У побережья Пхукета рыбак спас обезьяну, которая оказалась в открытой воде и уже выбивалась из сил. По данным Chaos English, случай произошел утром 19 июля около 9:30, когда лодка рыбака стояла у острова Комапрау, также известного как Coconut Island. В какой-то момент мужчина заметил в море обезьяну. Животное плыло одно и, судя по видео, с трудом держалось на воде. Предполагается, что обезьяна могла попасть в море с острова Косирай. Расстояние оттуда до района, где ее нашли, составляет более 5 километров. На опубликованных кадрах видно, как мужчина дает обезьяне воду из бутылки. Затем рыбак доставил животное обратно на берег. Историю опубликовали местные страницы в соцсетях, после чего видео разошлось по тайским и международным изданиям. Carolina Cryptid Con. В американском городе Ролли, штат Северная Каролина, прошел Carolina Cryptid Con. Фестиваль, посвященный криптидам, фольклору и необычным персонажам из городских легенд. Криптидами называют существ, о которых рассказывают в мифах, слухах и местных преданиях, но существование которых не подтверждено наукой. Самые известные примеры в американской культуре – Бигфут или Снежный человек Северной Америки. И, конечно же, Мотман – персонаж из легенд Западной Вирджинии, которого обычно описывают как человекоподобное существо с крыльями. Название Мотман буквально означает «человек-мотылек» или «человек-моль». Этот персонаж связан с городом Пойнт-Плезант в Западной Вирджинии. Первые известные сообщения о нем появились в 1960-х годах. В легендах его описывали как темную крылатую фигуру с красными глазами. А позже образ Мотмана стал частью американской поп-культуры. Фестиваль прошел 24 и 25 июля на территории North Carolina State Fairgrounds. Это выставочный комплекс штата Северная Каролина. Площадкой стал Jim Graham Building,
Крупный павильон, где обычно проводят ярмарки, выставки и массовые мероприятия. В афише события было заявлено как Carolina Cryptid Contour – Mermaids to Mothman. В переводе это можно передать как от русалок до Мотмана. Организаторы собрали на одной площадке персонажей из разных мифов, легенд и поп-культуры. По данным Visit Raleigh, в программе было около 300 продавцов и мастеров. От сувениров и книг до необычных коллекционных предметов и изделий ручной работы. Также заявлялись передвижные артисты, дневная диджей-программа, вечерняя живая музыка, площадка с едой и напитками, зона для детей и шоу с русалками. Призрачные сети в коврике Hyundai. У берегов Южной Калифорнии старые рыболовные сети получают вторую жизнь. Недалеко от острова Каталина на глубине около 30 метров лежит затонувшее судно Midnight Hour. Оно ушло под воду в 2011 году и со временем стало искусственным рифом. Вокруг появились рыбы, анимоны, омары и другая морская жизнь. Но вместе с судном на дне осталась и большая рыболовная сеть. Такие сети называют призрачными. Они уже никому не принадлежат, но продолжают ловить. В них могут запутываться рыбы, птицы, морские млекопитающие и другие обитатели океана. В июле Hyundai Motor North America и фонд Healthy Seas провели в Калифорнии трехдневную программу From Sea to Shore. Сначала сотрудники Hyundai и их семьи убрали мусор на Huntington State Beach. За одно утро они собрали почти 31 килограмм отходов, в основном мелкий мусор, который легко уносит ветром и водой в океан. На следующий день работа переместилась под воду. 6 технических дайверов из Ghost Diving USA отправились к месту крушения Midnight Hour, чтобы срезать и поднять часть старой сети. Во время операции они освободили рыбу, попавшую в сетку, а мелких морских существ, поднятых вместе с материалом, вернули обратно в воду. Но главное в этой истории не только уборка. Поднятые сети сортируют, пригодный нейлон отправляют на переработку и превращают в регенерированную сеть Эконил. Из такого материала уже делают новые изделия, в том числе автомобильные коврики для ряда моделей Hyundai в Европе. В финальный день программа прошла в Boys and Girls Clubs of Huntington Valley. В образовательном занятии Ocean Heroes Workshop участвовали 40 детей. Им рассказали о морских животных у побережья Калифорнии, о том, как потерянные рыболовные сети становятся угрозой для морской фауны и о бытовых привычках, которые уменьшают попадание мусора в океан. Не оставлять отходы на пляже, правильно сортировать мусор и пользоваться многоразовыми вещами там, где это возможно. С 2013 года Healthy Seas собрал более 1300 тонн сетей и морского мусора по всему миру. Партнерство организации с Hyundai началось в 2021 году и, по данным компании, помогло убрать более 320 тонн морского мусора в 10 странах. В Калифорнии программа From Sea to Shore объединила 3 направления: уборку побережья, подводное извлечение старых рыболовных сетей и образовательное занятие для детей. Hyundai Motor North America также заявляет, что поддержит дополнительные дайверские миссии Healthy Seas в течение года. Кто не давал спать жителям маленького городка в Колорадо? 22 июля был яркий солнечный день. Стояла отличная погода. Однако Патрик Салливан, проснувшись чернее тучи, так не посчитал. Как и не посчитали остальные жители города Голд-Хилл, которые всю ночь не спали и задавались одним единственным вопросом. Что за придурок оперся о гудок и просигналил всю ночь? Был ли это пьяный подросток или какой-то вредный тип решил испортить всем ночь и следующий день? Это предстояло им только выяснить. Засучив поглубже рукава, каждый собирался начистить то, что у этого хулигана зовется лицом. Однако колорадское правосудие не коснулось потенциального бедняги. Когда мистер Салливан ступил на веранду своего дома, оказалось, что это его машина стала причиной ночного бип-бип-концерта, за рулем которой сидел взрослый черный медведь.
Товарищ Косолапый, видимо, искал пищу и забрел в незапертый внедорожник. Каким-то образом сумел закрыть за собой дверь и заперся внутри. Не имея ни малейшего представления, как выбраться, он всю ночь метался по салону и постоянно нажимал на клаксон. Скорее всего, он жал случайно. Но по нашей версии, он все-таки подорвал сигнал СОС. А когда наступил рассвет, соседи с безопасного расстояния с помощью длинной веревки открыли водительскую дверь, медведь тут же рванул на свободу, оставив после себя разгромленный салон, поврежденные кузовные панели и сработавшую подушку безопасности со стороны водителя. Алроса представила редкий бриллиант лавандового оттенка в форме сердца. Камень вошел в коллекцию инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive. По данным компании, бриллиант весит 2,3 карата. Его оценочная стоимость составляет 1 миллион 585 тысяч долларов или 125 миллионов рублей. Главная особенность камня – фантазийный цвет Intense Purple Pink. Так в ювелирной классификации называют насыщенный пурпурно-розовый оттенок. В сообщении Alrosa отдельно отмечается выраженный лавандовый тон. Такие бриллианты относятся к редким цветовым группам. Их стало еще меньше после закрытия австралийского рудника Argyle в 2020 году. По данным Alrosa, именно на этом руднике раньше добывали около 90% розовых бриллиантов разных оттенков. У бриллианта заявлена частота VS2. Это означает, что в камне есть небольшие внутренние особенности. Но при обычном осмотре они, как правило, не видны невооруженным глазом. Камень выполнен в огранке hard cut, то есть в форме сердца. Такая форма считается одной из технически сложных. Мастеру нужно сохранить симметрию, пропорции и игру света, и при этом добиться узнаваемого силуэта. По данным Alrosa, бриллиант был создан из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла специалисты оценили примерно в 350 миллионов лет. Огранка заняла более полугода. Сейчас камень уже доступен в каталоге Alrosa Diamond Exclusive и должен быть представлен на ближайших закрытых показах. В Ставрополе открыли музей вещей, найденных на субботниках. То есть люди выходили убирать мусор, а вернулись почти с краеведческой экспедиции, потому что в лесах и на свалках попадались не только бутылки и пакеты, но и вещи, которые уже успели прожить отдельную жизнь. В коллекции сейчас больше 400 предметов. Есть фуражка пограничника, старые дискеты и даже флакон духов «Красная Москва». Последний, кстати, по данным российской газеты, даже сохранил запах. Музей создал Вячеслав Маркин, руководитель Ставропольского экопроекта «Субботник». Сам проект появился еще в 2014 году, когда активисты защищали Таманский лес от вырубки, а потом начали регулярно выходить на уборки. История музея началась с фотографий. В ноябре 2018 года волонтеры разбирали свалку возле реки Желобовки и нашли старый снимок. Его решили не выбрасывать. А потом нашлась еще одна вещь, потом следующая. И постепенно из этого выросла коллекция. Теперь музей находится в Центре экологии и творчества «Искусство равновесия» на улице Лермонтова. Посмотреть его можно совершенно бесплатно. На сегодня это все хорошие новости. Если вам понравился выпуск, Вестник Хорошего будет благодарен за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и помогайте этим историям находить новых зрителей. А если вам хочется еще больше хороших новостей, да почаще, то заглядывайте в Telegram, в Instagram и в Threads Вестника Хорошего. Там я каждый день делюсь историями, которые не попадают в выпуск. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго. До встречи.